Всем привет! Хочу показать свою самодельную печку в гараже. Подсмотрел я эту конструкцию на просторах интернета. Вот такого плана печка. То есть печка обычная, на дровах, с поддувалом. То есть топка, боковые стены из квадрата. Тут получается хорошая тепловая конвекция. То есть дымоход из топки у меня состоит из 8 труб. То есть там, где я эту идею подсмотрел, эти трубы раскалялись аж до красна. У меня до красна раскалить не получилось ни разу. Видимо, где-то я немножко ошибся. Ну, возможно, найдем ошибки и переделаем. То есть площадь сечения вот этих 8 труб получилась такая же, как вот этой вот основного дымохода. Значит, здесь задвижка сделана. Так, это у меня песок стоит, сушится для пескоструйной установки. Так, когда эти трубы накаляются, вот можно включить вентилятор. Я такой установил. То есть поток воздуха через эти раскаленные трубы, и гараж нагревается очень быстро. Обязательно шторку, потому что этот шкаф нагревается, ну не критично нагревается, но есть. Ну а там пластиковый вентилятор, конечно, может пострадать. Так, еще у меня есть очень интересная добавка к этой печке, чтобы ее можно было топить отработанным маслом. Вот я сварил такую конструкцию именно для масла. Вот. То есть фактически квадратная труба, туда вставляется испаритель. Вот такая емкость для масла. То есть вот это кран перекрыть масло, это кран регулировочный. Вот это окошко для контроля за количеством подаваемого масла. Так, вот в этом испарителе, то есть масло попадает сюда, оно здесь горит. Потом пламя засасывается вот туда. Вот здесь еще за счет тяги печной добавляется кислорода. И вот отсюда уже вылетает струя пламени. Так, сейчас мы ее продемонстрируем вам. То есть переделки печки с дров на отработанное масло никакой не требуется. Так, ага, вот еще забыл сказать, что для горения кислород поступает как бы с двух мест. Это вот отсюда вместе с маслом. Да, вот здесь у меня есть смотровое окошко. Ну, иногда оно у меня является как регулировочным. Иногда с ним лучше с открытым горит, иногда лучше с закрытым. Вот. И здесь вот есть небольшая щель. То есть часть пламени засасывается обратно. Ну, в принципе, ему воздуха, кислорода хватает для горения. Ну, в основном горение-то все происходит уже вот здесь вот. То есть вот здесь вот уже основное это горение происходит, где идет добавка кислорода. А тут-то идет в основном не столько горение, сколько именно пар. Пар масла. Так, сейчас попробуем растопить ее. Покажем, как это делается.
Краник закрыт. Так, в эту емкость влезает где-то литра полтора масла. Так. То есть сначала нам нужно налить маслица туда немножко. Так, и закрыть совсем. Так, потом нужно добавить легко воспламеняющейся жидкости. В данном случае бензин. Ну, немножко, грамм 50, не больше. И убрать его подальше. Для того, чтобы разогреть всю эту конструкцию испарителя. Так, обязательно не забыть открыть вытяжку в дымоходе. Теперь нужно... Так, поддувало обязательно закрыто. Сейчас надо подождать, пока это все накалится. Так, вот тут у меня отверстия насверлены, они тоже как регулировочные. То есть в зависимости, видимо, от атмосферного давления, от тяги, они являются регулировочными. Иногда горит лучше вот так вот, иногда горит лучше вот так вот, иногда вот так вот горит лучше, иногда вот так вот. То есть сейчас у нас этот испаритель нагреется, и тогда мы уже будем искать наилучшее горение вот этими регулировками. Вот можно посмотреть, что основное горение идет под чашей. Не знаю, видно вам или не видно. То есть чаша накаляется, масло испаряется, горят пары в основном. Ну, как это в идеале. Шум от нее должен быть чем ровнее, тем лучше. Так, это смотровое окошко, чтобы контролировать процесс и контролировать уровень жидкости в чаше. То есть вот у меня стоит меточка. Значит, когда при приближении к этой метке уже опасно, уже может быть перелив. Ну, перелив сам по себе не очень опасен, просто закапает масло на пол. Оно не воспламенится, ничего, но неприятно задымит. Ну, в принципе, уже более-менее нагрелось. Можно добавлять потихонечку маслица. Вот это смотровое окошко, где для настройки количества масла. Ну, в идеале получается, в моем случае, это или очень тонкая струя, или частые капли. Где-то вот золотая середина.
Сейчас грязь обгорит. Что если мы много масла добавим, но не будет успевать нагреваться и будет гореть хуже, и возможен перелив. А если мы мало добавим масла, то он просто потухнет. Сейчас то, что мы испачкали, обгорит, и она дыметь, конечно, не перестанет. Иногда вот так лучше горит. Ну вот этой емкости 1,5 литра хватает где-то на час-полтора. В принципе, для небольшого гаража 30 квадратных метров достаточно. Ну, если бы я заново стал делать, я бы этот испаритель и всю эту конструкцию сделал чуть побольше. Здесь у меня испаритель 10 на 10 сантиметров. Вот. Я бы сделал, наверное, побольше, где-нибудь 12 на 12 сантиметров. Мощность его была бы повыше. Вот. Так, что-то у нас там масла вроде маловато. Ну да. То есть, конечно, к ней нужно привыкать, к этой горелке. Но зато печь универсальная. Можно и дровами. Дровами лучше. Мне больше нравится. Так что вот. Ну, придет лето. Скорее всего, я эту печку буду немножко модернизировать. Хочу добавить вот одну трубу. Может быть, нагрев этих труб будет больше. Приносил дистанционный термометр. Трубы у меня нагреваются при дровах, при горении дров до 250 градусов. А при горении масла только до 150 градусов. Так что вот. Добавим еще одну трубу. Посмотрим, что будет. Вот так. Напишите в комментариях. Может быть, вы увидите какие-то мои ошибки, подскажете.